K-Launcher. Думаю, вы точно слышали о нем, ведь реклама его лилась из каждого утюга, из каждой дыры. Куча рекламы, репосты постов, розыгрыши лицензий, их баннеры и другие привлекательные штуки. Но куда все это вас заманило? Это не какое-то очередное разоблачение какого-то очередного пиратского лаунчера. Здесь все куда серьезнее. Я обычно не матерюсь, но тут полный пиздец. По сравнению с этим, мое видео с хейтом T-лаунчера полная шляпа. Неаргументированный высер, как вы пишете. Да и что там, видос баклажана, который втянул меня в это, тоже полная фигня. С натянутыми фактами, которые не проверить. Но как обстоят дела здесь? Суммарная аудитория персон, которые занимались вашим обманом, более 10 миллионов подписчиков. Как вам разоблачение такого масштаба? Досмотрите видео до конца и напишите, если тут ваш любимый ютубер. А сейчас я сходу введу вас в ужас и покажу, что прячется в этом распиаренном лаунчере. Проверим этот лаунчер на вирусы. Естественно, вирус Total ни хрена в установщике не находит, но вы понимаете почему, ведь вы смотрели эти мои видео. И значит, здесь нам нужно погрузиться глубже и обратиться к анализаторам или песочницам, которые уже проверяют детальнее, как именно ведет себя запускаемый лаунчер и что интересного он делает. Скачиваем софт сайта, закидываем и результаты. Красные обнаружения, предупреждения и вредоносный и даже кейлогер. Вот что вам предлагают использовать. Ой-ой, K-Launcher все объяснил, отбился. Во всем виноваты эти ваши дурацкие антивирусы, они все наврали. Ладно, если все так, то разоблачения моего бы и не было. Я пришел к выводу о том, что K-Launcher занимается мутными делами и обманывает вас. Даже в их статье они дают очень уклончивые ответы, не трогая важные темы. К проверке на вирусы мы вернемся. Я пригласил эксперта, который нам все объяснит. Но прежде вы должны посмотреть об этом лаунчере мое большое расследование. И чтобы вы понимали всю серьезность и посмотрели видео от начала до конца, посмотрите на этот план и послушайте, чем они занимаются. Продажа краденных аккаунтов, казино для детей, обнаружение в лаунчере, протестирование в анализаторах, выкачивание денег любыми способами, скамерская деятельность, отсутствие прозрачности и скрытие данных, махинации с данными лицензий, наплевательское отношение к аудитории, связь с другим закрывшимся скамерским лаунчером, нарушение договоренностей с партнерами и подкуп медиаличностей. Я все это собирал по крупицам долго-предолго. Попрошу вас поддержать продвижение этого видео, чтобы все узнали о правде и обезопасили себя. Ставьте лайки, делайте репосты или даже перезаливайте это видео себе на каналы, чтобы его просто так и не удалили. А мы знаем, что такое вполне может быть. Меня зовут Эндендена. Больше актива проявляете, больше контента получаете. Начнем. Дисклеймер. Итак, K-Launcher LLC. Да, это еще один Launcher Incorporated, который удивительным образом зарегистрировал пиратский продукт в Россиюшке. Но в отличие от того же T-Launcher, который внезапно базируется на Сейшелах, K-Launcher располагается в Тульской области. Хоть разработчики и заявляют, что они являются компанией, но на деле компания создана для регистрации торговой марки, и по открытой информации у них 0 сотрудников и капитал в 1,5 доширака. Глава K-Launcher Доронин Андрей. Запомним и вернемся к этому позже. Как они заявляют, историю K-Launcher начал в 2020 году, что вроде как подтверждает регистрация их ООО и начало ведения группы ВКонтакте. И какой интересный вопрос в комментариях. Но более интересно, что за пару месяцев они провели розыгрыши на 450 лицензий, а точнее аккаунтов. И офигеть, какая же щедрость! Но их не только разыгрывали, а еще и продавали когда-то прямо в своем магазине. В этом можно убедиться, перенесясь в прошлое через веб-архив. Наглядно все видно. Кстати, даже без меня на них напали по этому поводу, что они эти лицензии украли. Но лаунчер вроде как был молодой, как он мог столько лицензий наворовать? Что, кстати, они сами и сказали в свою защиту, что они эти лицензии купили на специальных сайтах по 5 рублей. Ой, ну все, вы чистые, скажет наивный пользователь, и дети спокойны. Что за специальные сайты? Ребята, лицензия в 2020 году стоила 1500 рублей. Окей, по ключу дешевле, но никто не станет продавать свой лицензионный аккаунт за 5 рублей. Эти лицензии были именно украдены, а после они их купили на скамерском сайте. И знаете, из-за этого они являются частью преступной схемы. Есть в России такой замечательный закон УК РФ – приобретение или сбыт украденного имущества до 2 лет тюрьмы. Хотя куда там, им определенно пофиг. Для них нормально для своей аудитории, большинство из которой дети, постить рулетки со слотами. Да, это не настоящее казино, но так происходит приручение к зависимости. Для меня это аморально, прям как крит в школах. И между прочим, я нашел, кто у них тут поклонник казика. 1 октября 2020 года у них состоялся релиз. Какие же прекрасные слова они пишут. От игроков для игроков. Стараемся для вас, делаем лучше. Конечно, да-да.
Что-то явно изменилось. Тонны рекламы, школа-сервера и стрёмные партнеры. Вот сейчас начинается самая жесть. Мы пройдем весь путь, который я долго выстраивал, соединял различные ниточки. Ссылку на сайт Figma вы найдете в сообществе Netherrack, чтобы увидеть полную картину и, возможно, подсказать, что я не увидел или не понял. Все дальнейшее можете повторить, чтобы подтвердить для себя. Желательно сделайте это скорее, пока они не почистили за собой. Но предупрежу об опасности этих действий. Все это делалось знающими людьми со специальной подготовкой. Итак, мы имеем сайт clauncher.ru, откуда у нас скачивается их лаунчер, и в лаунчере помимо Майнкрафта у нас идет установщик Яндекс браузера, который, между прочим, у их конкурента T-лаунчера определялся как вирусный. Но зачем клаунчер беспокоится о надежности, при том, что Яндекс платит им за рекламу? И также идут интересные в кавычках партнерские предложения. Нет смысла рассматривать, что там предлагают установить, но это просто замусорит ваш ПК. Но стоит обратить внимание на этого партнера – Gameplace. Ладно, Яндекс большая IT-компания, ее установщики много где пихают, но кто эти партнеры? Зайдя на их сайт, возникает еще больше вопросов. Ни информации, ни контактов. С какой целью все эти предложения? Кстати, если нажать по предложению Майнкрафта на сайте Gameplace, открывается страница на сайте Clauncher. Опять же, непонятно, почему какая-то левая страница, когда у них есть вполне нормально оформленное главное. Но все встает на свои места, ведь они ведут грязное продвижение. Мы натыкаемся на еще пару страниц – minecraftmc.ru и downloadmc.ru. Казалось бы, название совсем другое, но если нажать «Скачать Майнкрафт», качается установщик Clauncher. Подтвержу вам это проверкой цифровой подписи, скачанных с них установщиков, оба подписаны Clauncher LLC. И напомню, что поделать цифровой сертификат невозможно. Мы к этим страницам позже вернемся, тут будет вообще разнос. Но сейчас объясню. То есть у них имеется уже не одна страница со скачиванием лаунчера. Они делают рекламу в поиске Яндекса. А по их правилам можно создавать только одну рекламную запись, чтобы у других разных лаунчеров была возможность конкуренции. А как поступают Clauncher? Они создавали сайты вроде как разные, и они запускают рекламу. Это нарушение условий и грязное ведение бизнеса. Что еще интересного я нашел, и что вас может насторожить, это конфиг с параметрами лаунчера, в котором указаны различные ссылки для лаунчера. И здесь есть интересная строка с авторизацией Microsoft. Ссылка указана на сайт с API лаунчера. Да, не напрямую на сайт Microsoft Майнкрафта, а через их сайт, где они могут делать с вашими данными лицензии, что захотят. И не нужно мне тут объяснять, от лицензии не должны ничего брать помимо ника. Если нужна какая-то обработка, то в лаунчере должна быть отдельная функция уже после прямой авторизации через Microsoft. Остальное туфта и махинации с данными. Как я достал этот конфиг? Исходники лаунчера нигде не получить. Декомпилировать .exe я не умею, но перейдя на систему Linux, я скачал jar файл, который уже можно открыть через архив. Тут папка com, clauncher и тут файл launcher settings. Его просто открыть через любой Java декомпилятор. Тут же к нашей системе подключаем сайт Claunch, который выполняет различные технические задачи, и интересную страничку на нем gp-main, который перебрасывает нас на Gameplace. А знаете, что интересно? Там при любом переходе по игре нас сначала перебрасывает на сайт Clauncher. Да, все партнеры так поступают. Можем утверждать, что Gameplace это именно их сайт. Да, удобно называть сервисы партнерскими и творить при желании всякую хрень. Ведь твою репутацию это не затронет. Протворить хрень убедитесь позднее. Но знаете, кто еще у них партнеры? В кавычках. 3 игровых сервера, которые они активно продвигают. Но тут вроде как и так все понятно, что это их сервера. Но если доказывать, при заходе на них ты видишь, что все они одного и того же наполнения. На них происходит одна и та же фигня. И внезапно способ оплаты у них одинаковый с клаунчером. И приходим к выводу, что они продвигают лаунчер, чтобы продвигать свои сервера, на которых они выкачивают с игроков деньги. Ну и по виду доната на серверах все сразу понятно. И да, они регулярно подкидывают игрокам промокоды, которые дают баланс, на который можно купить привилегии на одном из этих 3 серверов, подталкивая, чтобы вы вдонатили еще. Их цель – заработок денег. Донаты на серверах, куча рекламного ПО и предложений в лаунчере, куча рекламных баннеров на сайте, свои сервисы, которые не продвигают и продают на них рекламу. Дальше начинаются манипуляции, на результат которых мы наткнулись при анализе лаунчера на вирусы. Нам необходимо добиться того, чтобы у нас не было Java при запуске лаунчера. Блокируем ее работу или сносим с ПК, а также удаляем ее из расположения лаунчера. Вот сейчас я вам рассказал эти простые действия, но как же долго я к ним приходил. За это можно и лайк поставить. И каков результат?
у нас открывается интересный сайт javamc.com. Я проверил дважды. Лаунчер сообщает об отсутствии Java и открывает сайт. Можете посмотреть в правый нижний угол и убедиться, что никаких склеек нет. Да и сами проверьте. И что интересного мы можем тут найти? Во-первых, то, что это ни хрена не официальная Java. Во-вторых, как неудивительно, Java тут не скачивается. Если у вас не запускается один лаунчер, скачайте другой. Но при том скачивается у нас здесь установщик, чего бы вы думали? Вариант ответа: А. Лицензионного лаунчера, Б. Лаунчера мира танков, В. К-лаунчера. Ну, тут очевидно. Подтверждаем, что подпись у этого установщика принадлежит к лаунчеру. И выходит, это третья липовая страница к лаунчера. Красавцы! Но на этом все не останавливается. Заметили на сайте интересный логотип naturesoft.ru? Ну, какая-то несостыковочка. Давайте же перейдем на него. И такой хрени я вообще не ожидал. Что? Поддельный скамерский Steam? Тут глупо задаваться вопросом, для чего это нужно. И, кстати, классные комментарии тут оставлены. Порадуемся за Олежу, который открыл для себя Steam с этого чудесного сайта. Хотя не рано ли радоваться? Также обратим внимание, что домен этого сайта был зарегистрирован, как и большинство сайтов из нашей цепочки, в Re.gru. Чисто совпадение. Эх, ладно, нахрен это расследование. Давайте скачаем Steam, поиграем в доту на пудже. Такое дело, что сейчас этот сайт не работает. Они просто не оплатили хост, но его скриншоты сделал Mitask еще летом. Ему за это спасибо. А установщик Steam я каким-то чудесным образом смог достать из анализатора. Забавная история, что я пытался оплатить хостинг этого сайта, чтобы он работал и чтобы дать вам возможность посмотреть, но не вышло. Но вы все же можете заглянуть на этот сайт через сервис WebArchive, открывающий мир прошлого. Побалуйтесь, классная штука. И Steam качаем, трояны себе получаем. Но при установке мы видим, как нам предлагают, сука, хреновый мир танков и мир кораблей. Короче, опять работает геймплейс. Но как сюда попал Яндекс и еще к этому Opera добавилось? Это не поддается объяснению. Наши ребята заработают даже на чужом иностранном продукте. Но Олежа разочаруется в конце установки, когда увидит это. Что это? Это Steam, ребят. Очень нужные мне игры, да, но тем не менее, Valve не смогли добавить Minecraft в Steam, а они смогли. Красавцы, спасибо. Если прокликать ссылки в лаунчере, нас перебрасывает на сайт игры, но можно заметить, как идет переадресация через сайтик dirkv.ru. Казалось бы, при чем тут Cavander, но это отдельная тема. Переадресация идет через сайт с названием игры, но если мы перейдем по link.dirkv, нас перебросит на сайт Gameplays. Интересные дела. Просто посмотрите, вот можно убедиться об их отношении к вам. Чел, иди. И да, кнопка с Майнкрафтом в этом стиме открывает сайт к-лаунчера. Уже все понятно. Вот, в принципе, схема, которая сейчас у нас выходит. Но сейчас будет главный поворот в этой истории. Сейчас внезапно я вам расскажу историю лаунчера под названием MC Launcher, который появился еще 5 лет назад. Но дальше вы все поймете. MC Launcher запустился в 2018 году. Началось с того, что его создатели подкупили группу крупных блогеров, которые, между прочим, начали выпускать разоблачения на T-Launcher, рассказывая о его опасности и по итогу переманивая людей на MC Launcher. Помимо этого, MC начали проводить розыгрыши на лицензионные аккаунты, прошу заметить, также украденные аккаунты. Даже интересно выходит. Сначала они разыграли 100 аккаунтов, а потом уже целых 15, мать его, тысяч. У них явно была стратегия подъема. Также они всячески привлекали игроков, общались с ними и обсуждали развитие лаунчера. Но все это оказалось на показ. Массово начала всплывать информация о том, как этот лаунчер работает. Кражи лицензий, вирусы и грязная борьба с конкурентами. То есть при запуске этого лаунчера все другие установленные лаунчеры просто удалялись. Летом 2019 года лаунчер закрылся. Информации о том, кем являлись разработчики лаунчера, найти мне не удалось, так как, черт возьми, все скрыто. Известно только о менеджере Ксении Воронцовой, но ее страница удалена. А также известно, что тогда лицом проекта был ютубер Slay. И резко вернемся к истории к-лаунчера. Я сказал, что их история началась в 2020-м, но домен же был зарегистрирован 11 сентября 2019 года. И тут стоит заглянуть на те самые сайты к-лаунчера. Нас здесь интересуют детали их описания. Опускаемся в самый низ и видим инструкция, как удалить к-лаунчер. Ага, окей, переходим. А тут мы ищем эту интересную строчку. Меры по обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемые MC Launcher. MC Launcher? На втором сайте мы также можем найти использование программы для MC Launcher. А как же начинали свой путь к Launcher? Розыгрыш лицензий, помните ведь? А дальше пошла проплаченная реклама у различных блогеров. Но знаете, в какой именно момент?
Когда начали выходить разоблачения про T-Launcher. Наговорить про один лаунчер, отговорить его использовать и прорекламировать другой. Ой, какое совпадение, два лаунчера и по одному пути. Какая-то прям неадекватная радость у них от разоблачения. Ждем вторую часть, кстати, лучшего лаунчера. Но все становится понятно, когда мы видим, что в конце видео Супера уже красуется иконка K-лаунчера. Что лаунчер ведет себя как минимум очень странно. Никто о нем не слышал, ни слова о нем не говорил, но вот уже рекомендует. Не проплаченное ли это разоблачение? Особенно заметьте, никакой объективности, просто втирают, что это лучший и самый безопасный лаунчер. Какой самый лучший лаунчер для Майнкрафта? И называется он K-лаунчер. После этого им уже нельзя верить. Вообще сами Кэл обожают себя возносить над другими. Официальный лаунчер, Визер, Клаунчер, Эндер Дракон, лаунчер. Найти контакты той же администрации довольно трудная задача. Зачем нужно это прятать? Чтобы игроки не трогали? Ой, как же вы, игроки, наверное, достаете. Для сравнения, в том же сообществе Legacy указаны контакты главных разработчиков лаунчера. Да куда там, даже у TL.org указан хотя бы рекламный менеджер. А у Кэла тайна, чтобы никто не знал, кто именно будет виноват перед игроками. Но я все же докопался до истины и нашел несколько админов. Вот тот же технический разработчик, который знает абсолютно весь функционал лаунчера. Ну, 5 с плюсом ему за такие знания, что не был в курсе этих сайтов и помог мне выйти на эти мерзкие схемы. Вообще, вся эта схема мне не совсем понятна, да это и не важно. Но все-таки, кто такой Андрей Доронин? Это Кавандер. Занятно же я пообщался с ребятами в беседе, но вы, главное, воспринимайте это с юмором. Смотрю я на всю эту картину, и уже все это ужасно выглядит. Но все-таки у нас остается тестирование на вирусы. Не забыли еще? Так есть ли вирусы в K-лаунчере? Тут я дополню, что многие сообщают, что этот лаунчер очень долго запускается, и плюс очень плохо работает на слабых ПК. Примечательно, что при всех бабках, которые админы вкинули на рекламу лаунчера, розыгрыш лицензий и даже 14-го айфона. А кстати, а где он и откуда? Друзья, разыгрываем iPhone 14 Pro Max. Для этого вам нужно удалить T-Launcher и написать комментарий. Всем реально удачи! Они не смогли оптимизировать лаунчер, или дело не в этом. Ссылки на результаты я вам предоставлю, чтобы смогли сами перепроверить. А сейчас я предоставлю слово эксперту в разработке. В общем, мне нужна помощь, я вот не понимаю по этим же файлам MZPE. МЗ это вообще формат типа похожий на архивирование. Возможно, они сделали свой архив, чтобы ты не мог это разархивировать в принципе. Политика такая, короче, что ты создаешь свой архив и разархивировать ты можешь и посмотреть, что в нем только ты. Для этого создаются свои типа архивирования. Executable файлы это программы, которые полностью запиханы в один файл, то есть portable программы. Угу. Вот, грубо говоря, туда может быть запихано все, что угодно. Вообще все, что угодно. И запускаться она может как с окном, так и без окна. Вообще без проблем. По факту видишь, что из-за этого у тебя не определяется как, возможно, вредоносный. Потому что он не может даже заглянуть, посмотреть, что там случилось. Понимаешь? Угу. То есть в фоне все происходит, и даже непонятно, что к чему. Вообще без проблем. Угу. Также и MZ-файлы, они могут быть исполняемы, ну вот как пишет Википедия, это тот же самый XZ-формат исполняемых файлов, только под другим названием. В принципе, это, короче, полноценный XZ-файл, который зашифрован под MZ. Затем пока непонятно. Смотри, анализатор показывает, что у тебя загружается MZ и, MZ-файл и Portable. MZ и PE файлы, да. Executes dropit exe. Ну вот, то есть ты скачал экзешник, у тебя он за собой подтянул два вот этих экзешника, которые Portable и второй MZ. Возможно, он зашифрован специально для того, чтобы не тянуть файл exe, потому что на него винда может ругаться. Может быть, какой-то баг есть с MZ, то, что она выполняет его без проблем. Это винда же, она вся дырявая, в принципе. Потом, смотри, load, dropit DLL это нормально, он в библиотеке подгружает, с этим ничего такого страшного в принципе нет. Проверяет установленное, смотри. Чек инсталлит, да. Проверяет у тебя то, что установлено на компьютере. Это, возможно, он Яву проверяет. А вот то, что видишь, он пишет угрозой. То, что он подтягивает файлы за собой.
Зачем им вообще дополнительно подтягивать экзешники, тем более Portable? Вообще непонятно на самом деле. Вот до сих пор не совсем понятно, подожди, Portable это что такое еще раз? Исполняемый файл в фоне, который... Нет. Portable это программа, которая одним файлом. То есть, грубо говоря, вот у тебя, например, NetBeans есть, да? Ты его можешь упаковать в один файл вообще, то есть он будет у тебя весь NetBeans в одном файле. И ты его можешь в папку любую закинуть и запускать NetBeans из одного файла. Понял? Это Portable программа называется. Ну то есть просто без установки ты его ставишь и запускаешь сразу же, да? Без установки она запускается, любая программа. Да. И в чем опасность этого? Ты можешь туда все, что хочешь, запихать. Понимаешь? То есть, грубо говоря, ты можешь стиллера туда запихать. Ну, в принципе, стиллер и так всегда одним файлом идет. Но, например, свой написанный стиллер, чтобы он не определялся никак в этом антивирусом, ничем. Грубо говоря, он подтягивает его с сайта и выполняет как Portable программу. Вот и все. А чтобы винда не ругалась, то, что ты .exe запускаешь, он в MZ переделал. Вот и все. То есть, подожди, это происходит во время установки. Он не имеет с собой в установщике, он подтягивает его, да? Скачивает? Да, вот в установщике его нет. Видишь, он же пишет то, что он downloads. То есть он подгружает их за собой, тянет где-то откуда-то с сайта их вот эти вот выполняемые файлы. После чего их еще и запускает. Видишь? Execute, drop it. То есть он сначала их скачал и потом запустил. Вот. И ответишь на вопрос, пожалуйста. То есть он сейчас файлы тебе загрузил, и насколько трудно их обнаружить? Насколько они хорошо могут спрятать их? Слушай, вплоть до того, что они могут исполняться в принципе в памяти. То есть, грубо говоря, ты можешь увидеть их в диспетчере задач, но физически на физическом диске их может не быть вообще. Вплоть до такого. То есть они скачались вместе с лаунчером, куда-то заинжектились в память и... Нет. Ты установил лаунчер, запустил его, он подтянул файлы и в своей же памяти исполнил эти файлы. Вот и все. Вот и все, и фиг найдешь потом, да? Слушай, на физическом диске их не будет вообще. И какие варианты от них избавиться? Не устанавливать лаунчеры. Если это какие-то логично стиллеры программы, они на компе не сохранятся сами, они удалятся, и от них не останется следа. При каждом запуске они заново скачат. Вот такие дела. Все действительно серьезно и ужасно. А помните, кто именно рекламировал вам этот лаунчер? Ну, вообще рекламы было куча, тех же нарезчиков медиаперсон не перечесть. Но для меня особо выделились некоторые персоны, о чем я вам и сказал. У них суммарно более 10 миллионов подписчиков, и я один против них. Одно дело, если у тебя просто купили рекламу продукта, и ты о нем рассказал и продвинул. Но другое дело, когда на тебя рассчитывали, или ты сделал это настолько убого, делая свою аудиторию тупыми. Космо, Севен и Дарти. Суммарно у них подписчиков 8 миллионов 800 тысяч. Про них особо нечего говорить, чисто дети Гриффер Шоу. Они особо не парятся и размещают рекламу в каждом своем видео. И успешно прорекламировали K-Launcher даже несколько раз. И называется он K-Launcher. Зачем что-то проверять для подписчиков? Ну вот следующая персона куда интереснее. Виз, 1 100 000. Я что-то слышал, что у него и так были какие-то там конфликты, но этот прецедент совсем другого порядка. Повторюсь, одно дело разместить рекламу продукта, рассказать о нем, а другое – креативно подойти к этому, но тут в плохом смысле. Виз разыграл отличную сценку для видео, где он звонит разработчику K-Launcher и спрашивает, а есть ли в вашем лаунчере вирусы? И естественно он ему признается, да, есть, мы занимаемся такой грязью. Конечно, он так скажет. Думаю, многие видели этот шорт, у меня вот в сообществе разные ребята это подтверждают. Но вы понимаете, на кого это рассчитано? Как неприятно говорить, но выходит, что автор считает свою аудиторию недумающими дураками. Иначе я просто не верю в то, что человек с миллионной аудиторией, явно имеющий не 1 год опыта работы с рекламой, может такое устраивать. Но, друзья, к сожалению или к счастью, Виз опомнился и скрыл видео с канала. У меня пачка видосов от других авторов, но тут я вовремя не опомнился. Где я только не искал это видео, в том же веб-архиве, черт возьми, есть сохраненные метки до загрузки видео и после. Как так? Если вдруг у кого-то есть это видео, скиньте посмотреть. Эх, неприятный момент, но здесь есть Индендена, то есть я. Но я же не продался. Мне поступило предложение от админа K-Launcher сделать обзор на их лаунчер, но на приятных условиях. Что я могу его полностью проверить, собрать плюсы и минусы и сделать именно объективный обзор.
Ребят, реклама есть реклама. Это польза для развития любого канала и продукта, который рекламируется. Но в наших реалиях предложение о рекламе пиратского лаунчера изначально должно подвергаться сомнениям. В общем, дело обстоит так, что я изначально что-то предчувствовал и долгое время не хотел устанавливать его на свой основной ПК. Я тестировал его своими силами, на виртуалке проверял. Но моих ресурсов и сил не хватило. Видео, кстати, я скрыл с канала, чтобы не продвигать больше этот лаунчер, но оно доступно по ссылке и в плейлисте у меня на канале. И в видео я упомянул, что меня смутила реклама в установщике. Установщик Яндекс браузера, который оказался вирусным в T-лаунчере, а также смутил их партнер Gameplays, о котором вы узнали много интересного в этом видео. Но, так как я не смог найти ничего в нем опасного, и сказал. Итак, по моему мнению, лаунчер вполне неплохой. Ошибся, признаю. А вот после этого видео мне в личку написал такой герой, как Митаск. Он еще участвовал в видео Влада Супер, разоблачение T-лаунчера. Да, Влад также выпустил видео и по K-лаунчеру, но в этот раз решил не обращаться за помощью к Митаску и Феликсу, пошел по особому пути. Ну или другими словами, продался. Ребята вообще не поняли этот мув, да и вообще ситуация максимально неприятная. Влад Супер, 69 тысяч. Выпустил видео с явной рекламой K-лаунчера и не парится, до сих пор не скрывает его с канала. На 357 тысяч человек он продвинул этот лаунчер. Но знаете, что меня заинтересовало? В последнем видео разоблачения T-лаунчера можно найти логотип K-лаунчера, который вроде как намекает, ну вот, более лучший лаунчер. А часом не проплаченный ролик это вышел от KL, ну прям как в 2018 от MC лаунчера. То есть уже можно ставить под сомнение объективность этих двух его роликов. Сейчас же он терпит разоблачение от Маржа. Вот именно что терпит. Маржу за это мое почтение. На ЧСВ, высокомерие и вранье нужно указывать. К этому еще прибавляется дополнительное доказательство наплевательского отношения к аудитории. Кинул Митаска и Феликса, всех, кто ему поверил после разоблачений, подписчиков. Мне на почту пришло вот такое интересное сообщение, где мне предлагают 50 тысяч за мое дальнейшее молчание. Хотя, если бы это и была правда, то я бы все равно отказался, потому что 50 тысяч как-то слишком мало для такого. Ну и вообще я не такой, я не продажный. $50 тысяч много. Думаю, вполне ему хватило 50,5 тысяч, чтобы продаться и продать вас. Да, вот так поступают ваши кумиры, которым вы верите. Все проблемы, которые могут возникнуть у вас, на их совести. Выбирайте, на кого подписываться. Что мы имеем по итогу о K-лаунчере? В данный момент у нас нет железных доказательств тому, что в K-лаунчере есть вирусы или что он ворует данные. Но если вспомнить все факты, данные лицензии проходят через сайт K-лаунчера, где они могут делать с ними все, что угодно, вместо того, чтобы напрямую направить их в Microsoft. K-лаунчеру принадлежит фейковый скамерский Steam, в котором реклама их же лаунчера. Продвигая лаунчер, они нарушают условия Яндекса из-за создания более одной рекламной кампании и уничтожая конкуренцию среди лаунчеров. K-лаунчер уже занимались тем, что продавали и разыгрывали краденые лицензии, то есть сбывали краденое имущество. K-лаунчер слишком много всего скрывает и держит в тайне. Имеется связь и даже прямое указание на отношение K-лаунчера к MC лаунчеру, по которому уже доказали, что он занимался кражей лицензий и распространением вирусов. И не нужно строчить в комментариях, если сейчас у вас все в порядке и ничего не находите, это не значит, что вы в безопасности или так и будет в будущем. Если не боитесь, посмотрите мое видео про вирусы, узнаете много всего. При всем при этом, мои личные выводы. Лаунчер того не стоит. Но, естественно, каждый сам решает для себя. Ребят, я не знаю, какой лаунчер выкинуть в помойку. Либо K-лаунчер, либо T-лаунчер. Давайте так, ставьте лайки, если вы хотите, чтобы я выкинул K-лаунчер. Пишите комментарии, если вы хотите, чтобы я выкинул T-лаунчер. Сами придумали 1000 ICQ move и не довели до конца. Если чего-то не поняли, пересмотрите, либо спросите в комментариях. На все стараюсь отвечать. Надеюсь, что вы оцените мои огромные труды по созданию этого контента. Как я несколько недель, целыми днями во всем этом копался. Поддержите лайком, комментарием от 5 слов и подпиской. А если вы и сам создатель контента, буду рад, если вы сделаете видео от своего лица. Напомню, что ссылки на все ресурсы из расследования будут в сообществе Назарак, в удобной для вас соцсети. В этом сообществе я буду публиковать разоблачения различных персон и проектов, которые подвели свою аудиторию. Хочу сказать большое спасибо за помощь в этом расследовании Митаску, с которым мы еще весной начали это расследование. Он его начал, провел исследование и нашел много всего прикольного.
Респект ребятам, которые также писали статьи о K-Launcher. Статья на Пикабу, откуда я почерпнул некоторые материалы, а также слышал про разборы на Reddit. Большое спасибо за поддержку моему суперспонсору, спонсору и суперфанату Метркорния, Эйфория и Гилзапро. И, естественно, спасибо всем фанатам за вашу бесценную поддержку. Большое спасибо за просмотр, у микрофона был МДН Дэна, всем удачи и до скорого!